Здравствуй, зритель! В этом видео я вам расскажу о японском исполнителе готической электроники минус 45. Мы погрузимся в уникальный музыкальный стиль, атмосферному звучанию, творчеству и пути, а также познакомимся с его фирменным кружком 2А5, который стал символом его творчества. И самое главное, в конце вас ждет эксклюзивное интервью с самим минус 45, где он расскажет о себе, поделится своими мыслями и вдохновлением. Приятного просмотра! Минус 45, или же Акита Ишикава, музыкальный исполнитель нулевых годов. Начал он делать музыку в 2000 году, для такой игры как Beatmania. Оттуда начала появляться его хоть и небольшая, но популярность. Но уже в 2002 году он присоединяется к Circle Linkin Zillion и релизит эксклюзивные треки только для него. Но в 2003 году Linkin Zillion распадается, и минус 45 создает собственный Circle 2А5, и на 64-м комикете релизит альбом с бывшими участниками Linkin Zillion и другими артистами. А сейчас мы пройдемся по самым культовым и популярным альбомам у Акиты и плавно будем переходить к самой важной и информативной части видео – интервью. На 72-м комикете он выпускает совместную работу с студией Hex Zakuro. Самый большой бум популярности у минус 45 произошел в 2009 году, когда он поучаствовал в качестве композитора в визуальной новелле у Минека Нанаку Корони, или же «Когда плачут чайки». И уже на 76-м комикете выходит альбом Амрита. Этот альбом включает ремастеры прошлых работ и, конечно же, треки из визуальной новеллы. Позже на М3-29 выходит первая часть альбома Sunflower 1/2, а уже на М3-34 выходит полный альбом Sunflower. А на 89-м комикете выходит альбом Black Lotus. Его считают самым легендарным готическим альбомом. А также прилагаются фотографии с этого комикета. Это было в 2015 году, декабрь.
спустя перерыв на 93-м комикете выходит альбом Уцуги но Ханна. Альбом был недооценен многими, но по моему мнению, у него одни из самых необычных треков и очень красивая обложка. К сожалению, после этого альбома Йошикава ушел в инактив и до сих пор не вернулся. Хотя о самом уходе он тонко намекал после релиза альбома Black Lotus. Но сейчас мы переходим к интервью с Йошикава -45. Приятного просмотра. Здравствуйте, -45. Представьтесь, пожалуйста. Привет, я -45. Обычно я не распространяюсь о себе, но раз уж меня пригласили на это интервью, я решил поделиться парой мыслей. Спасибо за приглашение. Как ваши дела? Физически я здоров, но из-за того, что работа отнимает очень много моего времени, я чувствую, как мотивация творить пропадает с каждым годом, и это очень грустно. А сколько вам лет, если не секрет? Мне уже за 40, время действительно пролетает незаметно. Чем вы занимаетесь в свободное время, если не занимаетесь музыкой? Есть ли у вас развлечения? Какой ваш род деятельности? Ну, то есть работа. Мои хобби включают создание лабораторий по сетевому взаимодействию и созданию вещей со старых или сломанных ПК, а моя профессия – системный инженер. Ну вот мы немного познакомились, а теперь перейдем к вопросам, как к исполнителю музыки. Так, а что обозначает -45 и что значит DVA5? Почему именно такие названия? Псевдоним -45 произошел от японского словосочетания, означающего негативное пессимистическое мышление. Произношение этого словосочетания – майнусушико, что в японском языке созвучно с -45, оттого и произошло название. Насчет Diva 5. Я старался придумать название, которое бы чувствовалось зловещим и божественным. Скорее всего, я его придумал, ориентируясь на слова «дева», божественное существо из санскрита, и «дива», богиня или потрясающая женщина. Вот вы как один из самых известных артистов готической электроники. Откуда идея на подобный антураж треков возник? Кто вдохновил? На кого ориентировались? Самое большое влияние на меня оказала джей-рок группа Мэлис Майзер. Несмотря на то, что они были представителями старого рока 90-х и нулевых, я влюбился в их уникальный стиль, готический, электронный, а также вокал, выходящий за рамки традиционного рока. Просто послушайте их альбом Барон Сейду, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Также с детства на меня сильно повлияли Йоко Шимомура и Бах. Каково было участвовать композитором в легендарной визуальной новелле «Уминека Нонаку Корони»? Я был очень удивлен, когда получил письмо от Рюкиша 07 на свою почту. Я думал, моя музыка была неподходящей для использования на фоне. Она скорее звучала как какой-то активный ост, поэтому я думал, что ее даже не добавят в игру. Но то, что ее по итогу выбрали для самых важных моментов сюжета, крайне растрогало меня. Однако, когда я впервые читал «Чаек», я не знал, что эти сцены были в самом конце истории. И чем дальше я читал, не слыша свои треки, тем больше я думал о том, действительно ли я вообще стал частью этой игры. Какая из ваших работ, альбомов, любимая для вас? Какая из коллабораций вам больше всего запомнилась с другими артистами? Среди моих альбомов сильнее всего я привязан к Санфлёр, и я по сей день считаю его своей лучшей работой. Он преимущественно состоит из музыки, написанной в 2011-м, отражающей чувство отчаяния, вызванное катастрофами в Японии, но также пропитанные чувством восстановления и перерождения, последовавшим после. А как бы вы описали свои работы? Я не обладаю какими-то удивительными музыкальными способностями, а-ля чувство высоты тона или умение играть на инструментах. Все то, чего я добился, я достиг только благодаря любви к музыке, инстинктам и немного благодаря удаче. Однако мне искренне стыдно за ошибки в миксинге, качестве звука, сведении и прочих технических аспектах. Каких артистов, делающих как вы готическую электронику, вы можете выделить за все время? И также из новых.
В жанре готической электронной музыки очень много талантливых исполнителей, которые пишут великолепные работы. Из классики я могу выделить Сетсуну из Кокуясо. Среди новой школы я очень рекомендую ознакомиться с творчеством Гаэти. Они оба обладают невероятным талантом и глубокой чувственностью, создавая поистине особенную музыку. Обязательно послушайте их работы. А сейчас у нас будут вопросы от комьюнити. Их было очень много, но я выбрал 5 самых лучших и интересных. Всем спасибо. Мне интересно, с чего вы начинаете создание нового трека? Есть ли мелодия, которая приходит к вам в голову? Или вы используете какие-то другие источники вдохновления? Я не обладаю сильной музыкальной интуицией, поэтому я не могу просто вообразить мелодию из ничего. Обычно я экспериментирую. Сперва создаю прогрессию аккордов, затем создаю мелодию с шагом в 32 ноты. И повторяю этот процесс, пока мелодия не начнет звучать как надо. Будут ли ваши песни на Spotify и почему их там до сих пор нет? Я бы хотел сделать свою музыку доступной на Spotify, однако он требует аудиоисходники в очень высоком качестве. Пока что я не смог научиться настолько сильно и стабильно обрабатывать свои треки. Однако я не отчаиваюсь, ведь моя музыка может свободно и легко слушаться и распространяться другими методами, такие как ритм-игры, мои собственные аплоуды и даже YouTube, несмотря на возможные проблемы с авторским правом. Когда вы осознали, что во многих ритм-играх используется ваша музыка? И как вы к этому отнеслись? Еще с ранних 2000-х я был активным композитором BMS. Из-за моего бэкграунда я чувствую гордость за то, что моя музыка по сей день применяется в различных ритм-играх. Осу самый известный пример. Сочиняли ли вы какие-нибудь треки, специально написанные для игр, по типу Уминека, ритм-игр и т.д., которые в итоге не вошли в финальный продукт? Кроме того, сохранились ли старые черновики отредактированной песни, которые все-таки попали в игры? У меня нет нужных навыков для создания треков с определенной задумкой и корректированием мелочей под определенные реквесты. Я просто создавал музыку в своем стиле, сильно не изменяя его, и разрешал другим свободно пользоваться моим творчеством, если они видели в нем подходящий саундтрек. Ваше участие в создании саундтрека Куминека считается определяющим аспектом самых напряженных моментов серии. Однако, насколько мне известно, до создания ВН у вас было не так много музыкальных релизов. Как проходил процесс сотрудничества с командой 07? Музыка была написана по заказу или вы использовали старые, неизданные треки? Как история ВН повлияла на ваш подход к сочинению? Боюсь, мой ответ вас разочарует, но из-за чувствительной натуры этого вопроса, если точнее, то их связь с внутренними событиями, я вынужден отказаться от ответа. Меня искренне волнует то, что малейший ответ от меня может невзначай начать конфликт и подозрение. Я извиняюсь за такой ответ. Дорогой Акита, было невероятно интересно пообщаться с тобой. Хочу выразить огромную благодарность за все, не только от себя, но и от всего комьюнити. Многие вместо вопросов писали «Спасибо за музыку». Надеемся услышать тебя снова. И еще хотелось бы добавить немного информации, которая не попала в основную часть видео. Минус 45 в 2022 году, 31 августа, стал избранным артистом в игре Осу. Первая песня от Минус 45, что была ранкнута, стала Асил Эл от маппера Ангел Хоной, аж в целом в 2010 году. Также очень сложно не сказать о том, что Акита прекрасный художник с очень красивым стилем и уникальными персонажами. Вот пару его работ. Всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, вы поддержите лайком, комментарием. И самое главное, хотелось бы, чтобы это видео распространилось, так как про данного исполнителя, Минус 45, очень тяжело где-то найти информации. Но многие о нем знают. Вот. Спасибо большое.